Всем привет, меня зовут Шура и добро пожаловать ко мне на канал. В этом видео мы с вами свяжем вот такую вот маленькую сумочку. Получается она достаточно вместительная, при желании можно использовать подклады, но я больше за натуральность, поэтому не очень люблю подклады, и поэтому все мои сумки без подкладов, но здесь все зависит только от вашей фантазии. Из материалов в первую очередь нам понадобится дно. Все размеры я оставлю в описании, ссылочку оставлю там же, брала на Алиэкспресс. В принципе, цвета есть разные, подобрать можете любое. Дальше нам понадобится трикотажная пряжа. Я буду использовать пряжу Бисквит от сайта Пряжа Центр. Ссылку на этот магазин я обязательно оставлю вам в описании. Промокод на скидку в 10% будет там же. Состав у нас 100% хлопок, длина 100 метров, вес 330 грамм. Цвет может быть любым. Тут у меня идет печенье, а саму сумку я вязала цветом ваниль. Понадобится нам 2 мотка. И вот что у вас останется от второго мотка. То есть, в принципе, если у вас где-то остались остатки в пол мотка, то вам нужно будет докупить только целый моток такого же цвета и можно вязать. Ручки могут быть любыми. У меня вот такие вот бамбуковые. Я их заказывала там же на сайте Пряжа Центр. Также там есть большой выбор, можно использовать любые. Все, на что хватит вам фантазии. И главное, чтобы они были небольшими. Если вы хотите сумку большего размера, то уже, соответственно, берете ручки побольше. Если вы вяжете сумку вот такую небольшую, то можете заказать их там. Также там есть и вот такие вот ручки, но диаметр у меня здесь идет, по-моему, 17 сантиметров. На сайте есть также диаметр 13, тогда берете именно 13 сантиметров, потому что, сами видите, 17 сантиметров, они достаточно большие. Но, в принципе, если вам нравится такой вариант, то без проблем используйте большие ручки. С кисточкой, в принципе, все просто. Это съемный аксессуар, который можно делать, можно не делать. В этом видео я не показывала, как ее делать. У меня на канале есть отдельное видео по созданию кисточек, поэтому можете перейти, посмотреть. Здесь, в принципе, решать только вам. Вы можете использовать любой брелок, все, на что хватит вам фантазии. Но если вы все-таки решите делать кисточку, то вам понадобится еще дополнительно карабин. Также, если вы хотите носить сумку через плечо, да, то есть использовать ремешок, то можно использовать дополнительно кольца-карабины большого размера, чтобы они хорошо распределяли вес. На этом, в принципе, все. Крючки у меня, как всегда, 2 размеров. Это 3,5-4, чтобы обвязать дно, так как отверстия там очень малы. И крючок номер 6 для вязания основного полотна. Можно использовать номер 7, кому как удобно. Да, кстати, нам понадобится еще игла для трикотажной пряжи, чтобы пришить наши ручки. Вроде все сказала, ничего не забыла. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пойдем уже вязать. Начнем мы с вами с обвязки донышка. Находим начало нити, разматываем, оставляем небольшой хвостик нити и начинаем обвязку. С любого отверстия начинаем, захватываем нить и осторожно вытягиваем. Провязали первый столбик. Вязать мы с вами будем без прибавок, в каждое отверстие по одному столбику. Следующее отверстие осторожно вытягиваем. Вытягиваем на одном уровне с уже имеющейся петлей на крючке и провязываем следующий столбик. Далее следующее отверстие, захватываем нить, вытягиваем петлю и провязываем. Далее следующее отверстие, захватываем нить, осторожно вытягиваем и провязываем следующий столбик. Следующее отверстие, осторожно и провязываем следующий столбик. Вот что у вас должно будет получиться. Таким образом мы с вами обвязываем все донышко по кругу. Итак, я подошла к концу ряда, у меня остался последний столбик. Я вытягиваю его, но не провязываю. Закрывать ряд буду хвостиком. Рабочую нить я убираю, беру свой хвостик и провязываю последний столбик хвостиком и вытягиваю нить полностью. Вот что у вас должно получиться. Далее, вот идет наша самая первая вершина. С обратной стороны под эту вершину, между этими 2 столбиками, мы вставляем крючок вот таким вот образом. Захватываем наш хвостик и вытягиваем его на изнаночную сторону. Вот что у вас должно будет получиться, такое полупетелька.
Теперь с изнаночной стороны это рабочая нить, вот наш хвостик. И смотрите, у каждого столбика есть вот такие вот перемычки. Мы заводим крючок, вот он наш последний столбик, который мы провязали, под эту перемычку и в середину вершины. Вот таким вот образом у вас должен выйти крючок. Оттуда, откуда мы вытащили с вами сначала хвостик. Теперь захватываем наш хвостик и вытягиваем снова на изнанку. Если ваш хвостик вышел на лицевой стороне, значит, вы что-то сделали неправильно. И обратите внимание, какое красивое, аккуратное завершение ряда. Крючок маленького размера нам больше не нужен, мы его убираем в сторону. Берем крючок размером номер 6, либо 7, кому как удобнее, и переходим на вязание стенок. Хвостик убираем, он нам нужен только для завершения ряда. Берем рабочую нить. И смотрите, вот он наш самый последний столбик, откуда выходит наш хвостик. И мы вставляем крючок вот таким вот образом в середину нашей вершины и захватываем вот эту вот перемычку. Обратите внимание, как это смотрится. Дальше захватываем рабочую нить, вытягиваем петлю и провязываем первый столбик. Вот что у вас должно получиться. Далее вставляем крючок точно так же в середину вершины. И с изнаночной стороны аккуратно захватываем эту заднюю перемычку. Нить держим изнаночной стороной на пальчике. Захватываем нить, вытягиваем петельку, вытягиваем на одном уровне с уже имеющейся петлей на крючке и провязываем следующий столбик. Далее повторяем середину вершины и захватываем заднюю перемычку. Захватываем рабочую нить, вытягиваем столбик на одном уровне с уже имеющейся петлей на крючке и провязываем следующий столбик. Вот что у вас должно будет получиться. Таким образом мы провязываем с вами каждый столбик нашего ряда без прибавок, без изменений. В середину вершины с изнаночной стороны захватываем перемычку, вытягиваем петлю и провязываем. Обратите внимание, как выглядит наше вязание с изнаночной стороны. То есть мы обязательно должны захватывать вот эту вот перемычку заднюю. Таким образом наши стенки будут держаться очень крепко. Итак, я довязала до конца ряда. Обратите внимание, у меня осталась последняя петелька. Теперь провязываем последний столбик и закрываем ряд. Вставляем крючок, обязательно захватываем заднюю перемычку, захватываем нить, вытягиваем петлю. Рабочую нить убираем. Теперь берем наш хвостик и провязываем наш столбик хвостиком. Параллельно вытягиваем нить полностью. Поправляем все это дело, и вот что у вас должно получиться. Дальше, вот она идет наша самая первая вершина. С изнаночной стороны мы вставляем крючок между этими двумя столбиками под нашу первую вершину. Захватываем наш хвостик и вытягиваем на изнаночную сторону. Подтянули. Вот что у вас должно получиться. Далее немножко можно вывернуть. Находим, вот видите, на каждом ряду у нас будут одинаковые перемычки. Под эту перемычку и в середину вершины, туда, откуда у нас вышла вот эта нить. Теперь захватываем этот хвостик и вытягиваем его снова на изнаночную сторону. Подтягиваем, поправляем. И вот что у нас с вами должно будет получиться. Вот такое вот красивое завершение ряда. Без всяких бугорков. Итак, вот как выглядит наш первый ряд. Теперь переходим к вязанию самого узора. И вяжется он, в принципе, очень просто. Дальше все последующие ряды будут повторяться. Меняется лишь расположение столбиков, то есть вязать мы будем в шахматном порядке. Итак, находим последний столбик, вот он, откуда выходит наш хвостик, и вставляем крючок в вершину этого столбика. Вот так. Захватываем рабочую нить и вытягиваем первый столбик нашего ряда. Провязали. Теперь, смотрите, этот столбик пропускаем, над ним мы уже провязали петлю и вяжем в следующий столбик. То есть первый столбик пропускаем, над его вершиной мы провязали столбик, следующая вершина, и вяжем в основании этого столбика, то есть туда же, откуда мы вывязывали вот этот предыдущий столбик ряда. Вставляем крючок, осторожно, захватываем нить и вытягиваем длинный столбик. Провязали. Далее
Вот идет у нас следующий столбик, вот его вершина. Мы заводим крючок под вершину, захватываем нить, вытягиваем и провязываем короткий столбик. Дальше этот столбик мы пропускаем, над ним мы провязали короткий столбик, и в основание следующего столбика мы вставляем крючок и вытягиваем длинный столбик. Поправляем и провязываем. Вот что у вас должно будет получиться. Далее у нас идет следующий столбик, и в вершину этого следующего столбика мы провязываем короткий столбик. Вот так. Дальше следующий, вот этот мы пропускаем. Можно ориентироваться так, чтобы у нас между каждым длинным столбиком было 2 коротких. Итак, 2 коротких есть. В основание следующего мы провязываем длинный столбик. Вот так вытянули и провязали. Вот что у вас должно будет получиться. Таким образом мы с вами вяжем до конца ряда, чередуя в вершину короткий столбик и в основание длинный столбик. Итак, я довязала до конца ряда. Начала я ряд с короткого столбика, значит, закончить должна длинным столбиком. Для вязания этого узора нам нужно четное количество петель. Итак, вставляю крючок в основание, еще раз показываю, как закрывать ряд в последний раз, поэтому будьте внимательны. Если что-то дальше будет не получаться, перематываем видео назад, смотрим еще раз. Все ряды закрываются абсолютно одинаково, будь то первый ряд или последний. Рабочую нить мы убираем, берем наш хвостик и провязываем последний столбик хвостиком, при этом вытягиваем нить полностью. Дальше находим самую первую вершину ряда и с изнаночной стороны мы вставляем крючок между вот этими 2 столбиками под вот эту вершину. Захватываем нить и вытягиваем наш хвостик на изнаночную сторону. Вот что у вас должно будет получиться. Дальше вот у нас идет такая же перемычка. Вставляем крючок под эту перемычку и в середину вершины, туда, откуда у нас выходит наш хвостик. Подтягиваем все это дело аккуратненько и вытягиваем наш хвостик на изнаночную сторону. Обратите внимание, как выглядит завершение ряда. С обратной стороны у нас нет никаких бугорков. Дальше вяжем точно так же, без изменений, без прибавок, только в шахматном порядке. Хвостик убираем, он нам нужен только для закрытия ряда. Находим последний наш столбик. Вот он, откуда выходит наш хвостик. Это длинный столбик. В его вершину мы вставляем крючок, захватываем рабочую нить и протягиваем короткий столбик. Всегда ряд у нас будет начинаться с короткого столбика и заканчиваться длинным столбиком. Всегда в каждом новом ряду мы будем отступать на шаг назад, чтобы получилось вязание в шахматном порядке. Теперь смотрите, над длинными столбиками мы будем вязать короткие и над короткими вязать длинные. То есть смотрите, у нас идет сейчас короткий столбик, вот он, и вот его основание. В основание этого столбика мы вставляем крючок, захватываем нить, вытягиваем длинный столбик на одном уровне с уже имеющейся петлей на крючке и провязываем. Распределяем нить. Дальше у нас идет длинный столбик. В вершину этого длинного столбика мы вставляем крючок и провязываем короткий. Вот так. Дальше у нас снова идет короткий столбик. В основании этого короткого столбика, то есть вот сюда мы вставляем крючок, захватываем нить, вытягиваем длинный столбик и провязываем. Обязательно расправляйте наши длинные столбики, и вот что у вас должно будет получиться. Далее над длинным столбиком мы вяжем короткий столбик. Провязали. Снова у нас идет короткий столбик. В его основание мы провязываем длинный столбик, захватываем нить, смотрим, чтобы она у нас не перекручивалась, выходила лицевой стороной к нам. Для этого мы рабочую нить держим изнаночной стороной кверху на пальчике и провязываем столбик. Вот так. Дальше у нас идет снова длинный, над его вершиной мы провязываем короткий. И таким образом мы провязываем до конца ряда. Вот что у вас должно будет получиться. Итак, я закончила второй ряд. Вот так он у вас будет выглядеть. И
Теперь переходим к вязанию третьего ряда. Находим наш последний столбик, откуда выходит наш хвостик. Вот он. И в его вершину провязываем маленький столбик, короткий, без накида. Дальше в основание короткого, вот он между длинными, вставляем крючок и вытягиваем длинный столбик. То есть вяжем в шахматном порядке. Снова длинный столбик, над его вершиной вяжем короткий столбик. Снова короткий столбик, в его основание вяжем длинный столбик. Дальше длинный столбик, над его вершиной провязываем короткий столбик. Дальше короткий столбик, в его основание протягиваем длинный столбик. И вот такой вот рисунок у вас получится. Таким образом провязываем до конца ряда, закрываем ряд. Переходим на вязание следующего ряда. Всегда ряд у вас должен начинаться с короткого столбика, заканчиваться длинным. И вяжем таким образом на нужную вам высоту. Я провязала нужную мне высоту. Получилось у меня, сейчас вместе с вами замерим, 22 сантиметра. В рядах у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 рядов. Теперь нам нужно закончить, сделать красивую окантовку вот здесь по краю. Для этого мы с вами точно так же закрываем ряд, как и до этого. Находим последний столбик и вставляем крючок вот таким вот образом под вершину. Точно так же, как и до этого. Вытягиваем первую петлю, не провязывая, да, то есть как раньше мы провязали бы с вами вот такой вот столбик. Теперь мы ее не провязываем, а вставляем крючок в следующую нашу вершину, то есть вот таким вот образом. Вязать будем соединительными столбиками. У нас 2 петли на крючке, и теперь вот эту, которую мы только что достали, нам нужно протянуть через предыдущую. Вот так. Вот, что у вас должно получиться. Далее вставляем крючок в следующую вершину, вытягиваем еще одну петлю и протягиваем ее через предыдущую петлю на крючке. И вот такая вот красивая косичка у нас с вами получается. Далее следующая вершина. Захватываем нить и протягиваем через предыдущую петлю на крючке. Следующая вершина и протягиваем. Следующая и протягиваем. Я довязала до конца ряда, обрезала нить, и у меня, посмотрите, вот провязан последний столбик. Теперь нам нужно вот эту вот петельку соединить. Мы вытягиваем наш хвостик из нашей петли. Вот что у вас должно получиться. Далее вот идет наша самая первая воздушная петля, которую мы с вами достали в самом начале ряда. Снизу вверх мы вставляем крючок под нее, под обе ее дужки. Захватываем нить и вытягиваем ее вниз. Вот что у вас должно получиться. Теперь с изнаночной стороны заводим крючок под последнюю вершину и в середину нашей последней петли. Вот так. Видите, откуда выходит наш хвостик. Дальше захватываем нить и утягиваем ее наизнанку. Вот эти 2 хвостика нам нужно будет связать и спрятать в вязание. А с этой стороны, посмотрите, как красиво у нас все получилось. Теперь нам нужно пришить ручки. Для этого я уже надела на иглу немного нити, примерно метр отрезала. И давайте теперь примерим, найдем середину. Складываем наше вязание пополам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 больших столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 больших столбиков. Соответственно, делим пополам 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот она, наша середина. Прикладываем нашу ручку. Хотите ниже, хотите выше. Придерживаем ее, чтобы она у нас не уехала. С обратной стороны вставляем иглу и вытягиваем нить. С обратной стороны мы оставляем небольшой хвостик. И теперь обычными стежками мы пришиваем нашу ручку. Осторожно. Следите за тем, чтобы нить не перекручивалась. Теперь с обратной стороны. И с лицевой.
Аккуратно тянем. И вот такими вот стежками осторожненько мы пришиваем нашу ручку с одной стороны и с другой стороны. Стежки могут быть как в разных местах, так и подряд. То есть вот в этом месте тоже можно сделать стежок. Все зависит только от вашей фантазии. Как вы хотите пришить ручку, так и пришиваете. Я дошила свои ручки. Вот так у меня выглядит сейчас моя сумка. Вот такая вот маленькая красотка, очень даже вместительная. Дно у нас на ножках. И, в принципе, на этом все. Надеюсь, вам понравилось, было интересно. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Всем отвечу, всем помогу, подскажу. И до новых встреч! Пока-пока!